Всем здравствуйте! В прошлый раз мы рассмотрели в общем тему аспектов, а теперь мы приступаем к подробному рассмотрению каждого аспекта. И самый загадочный и трудно формулируемый аспект, по мнению многих, это, конечно же, интуиция. В прошлый раз мы говорили, что макроаспект интуиция мы условно соотносим с категорией моделирования среды, динамических процессов, времени. И самое время поговорить о том, как же максимально просто отличить интуицию от ее антипода сенсорики. По абстрактности выражения человеком какого-либо смысла или слова. Ну вот приведи вот разницу абстракции конкретного. Ну, то есть перед этим нужно сказать о том, что любое слово может быть условно отнесено к категории абстрактных понятий или категории конкретных понятий. Например, если мы возьмем такое слово, как человечество, то это, конечно же, абстрактное понятие, обобщающее. А, например, сосед Вася – это конкретное понятие, вполне конкретный сосед. Вот. Ну, еще, например, музыка звучит абстрактно, а нота ля звучит вполне конкретно. Если мы возьмем такое слово, как пища, то это абстрактное понятие, а соленый огурец вполне конкретное понятие. Если мы видим максимальное абстрагирование или описание каких-то динамических процессов современными метками, мы должны обратить внимание сначала на макроаспект, а потом уже разбираться с ним далее. Предлагаю вот посмотреть пример выраженной динамики изложения. Спектакль, который вы увидите, обычно идет час 40, час 50. Но только тогда, когда заиграет музыка, изменится свет, это будет означать, что спектакль начинается, и потом я еще перешагну через вот эту веревочку. Это будет уже точно. Вот все, началось. И только тогда имеет смысл засекать время. То есть нужно научиться замечать, когда человек занимается там, моделированием процессов или объектов, непосредственно невыраженных, поскольку интуиция, ну, например, как экстравертированный аспект, предъявляет более первичных смыслов и указывает на потенциал чего-либо. В связи с этим смыслом следует заметить, что интуиция в качестве экстравертированной функции в модели А выполняет весьма специфическое действие. По удачной формулировке Семена Ивановича Чурюмова, это постановка в соответствие, ну, в кавычках, реального мира к внутренней модели. То есть, собственно, сам процесс моделирования. Да, но самое интересное и загадочное в этом, откуда же все-таки появляется эта внутренняя модель? Она строится нами благодаря переработке нашими психическими функциями воспринимаемого нами аспектного потока. Как только в нашей голове появляется какое-то новое понятие, это значит, что мы построили внутреннюю модель чему-то внешнему. Если представить себе картинку, которая состоит из пазлов, и большинство пазлов отсутствует, то психика интуита достраивает отсутствующие элементы и видит целостное изображение.
Далее для изучения мы разделяем макроаспект интуиции на две интуиции: экстравертированную и интровертированную. Экстравертированная интуиция представляет нам поле первичных смыслов. Люди с ведущей функцией экстравертированной интуиции часто говорят о том, как что-то может быть устроено. Любят проникать в суть вещей, явлений, отношений, говорят о том, что может быть, о потенциале, о возможностях и о перспективах. На него ответить, насколько это возможно. Чтобы вы понимали, подобные вопросы, задаются в вариациях типа: каково будущее веб-разработки? А как вы думаете, какая технология будет перспективна в ближайшие 3-5 лет? А как вы считаете, перспективно ли направление искусственного интеллекта и так далее и тому подобное? И прочее. Постараюсь ответить на этот вопрос в целом. Сначала отвечая на конкретно этот вопрос. Будущее веб-разработки, что его вытеснит мобайл. Мне кажется, что мобайл его не вытеснит. В ближайшие 3-5 лет. Давайте вот такой промежуток возьмем, 3-5 лет, условно говоря. Мне кажется, что его не вытеснит. Но я хочу, чтобы вы понимали, все, что я буду говорить дальше, я эти оговорки уже не буду произносить. Мы это сразу примем как факт. Ни я, ни кто-либо другой, наверное, не может предсказать наверняка, как будет развиваться IT-сфера в будущем. Чтобы вы понимали, еще лет 5 назад будущее JavaScript языка было непонятно. Были предпосылки на тот момент, что он будет популярен, но это была теория. Я и ряд моих товарищей, мы решили сфокусироваться на ней, и в этом случае угадали. Александр Викторович, а как же все-таки отличить интровертированную интуицию от экстравертированной интуиции? Тут давайте с точки зрения аспекта. Интровертированная интуиция – это темпоральное временное поле, то есть процесс изменения материи, энергии, информации. А вот с точки зрения функции, это выражение изменения динамики процессов, то есть это структурирование времени, часто даже с непосредственными временными метками. В то время, как нефть на нуле гниют семена, налоги растут не по дням, страна умирает, вы склонны к согласию с кем-то, кто уверяет, что худшей бедой была бы все же война. Неправда, война — это очень славная вещь. Того же, кто вас заморочил иной программой, я видел, он давеча шел по проспекту с дамой, ликом лоснясь, как вяленый лещ. Люди с доминирующей функцией интровертной интуиции постоянно демонстрируют некий процесс. События, транслируемые ими, перетекают друг в друга. И в паре со вспомогательной функцией модели это выглядит по-разному. Это красивая фраза. Вы в самом деле, во-первых, не боитесь? Представляете, я пришла к такому, состоянию, потому что ты же в течение жизни, как дети, они же думают, что они бессмертные. Они же не думают, что они когда-то умрут. И мне кажется, это самое верное отношение к этому. Думать, что ты бессмертен. Конечно, удивительно по-разному, но это отдельная тема по особенностям функционирования психики типа информационного метаболизма. И мы обязательно поговорим об этом в дальнейших темах. Здесь, в Массачусетском технологическом институте, Сет Ллойд – один из многих исследователей, которые пытаются найти новое применение открытий квантовой механики. Квантовая механика – очень странная наука. Это нужно принять как факт. Так что если жизнь преподносит нам странные лимоны, нельзя ли сделать из них какой-нибудь странный лимонад? Странный лимонад Ллойда принял форму квантового компьютера. Это компоненты квантового компьютера.
Это сооружение из золота и меди, конечно, не слишком похоже на ваш ноутбук, но в своей основе оба механизма говорят на одном языке. Бинарный код – компьютерный язык, имеющий форму нулей и единиц, которые называются битами. Итак, минимальный объем информации – это бит. На самом деле компьютер просто разделяет информацию на маленькие отрезки и потом очень-очень быстро их перемешивает. Этот квантовый компьютер тоже говорит на языке битов, но в отличие от обычного бита, который в данный момент может быть либо нулем, либо единицей, квантовый бит имеет гораздо более широкие возможности. Например, вот здесь может быть бит. Вот здесь 0, здесь единица. Это бит информации. А если бы он мог находиться и здесь одновременно, это был бы квантовый бит или Q-бит. Так же, как электрон может вращаться одновременно по часовой стрелке и против часовой, квантовый бит может одновременно быть нулем и единицей, то есть одновременно выполнять много задач. Таким образом, квантовый компьютер может выполнять такие вычисления, о которых представители классической физики и помыслить не могли. Теоретически квантовый бит можно получить из чего угодно, что имеет квантовые свойства, из электрона или атома. Поскольку квантовые биты могут выполнять много задач одновременно, если бы ученые нашли способ заставить много Q-битов работать над задачами вместе, мощность наших компьютеров выросла бы до неимоверных масштабов. Чтобы понять, насколько мощным был бы квантовый компьютер, представьте, что вы заблудились посреди зеленого лабиринта. Вам нужно найти выход как можно быстрее. Но сложность в том, что есть слишком много вариантов действий. И мне нужно их все испробовать по очереди. Это значит, что мне придется много раз сделать неправильный выбор. Зайти в тупик и свернуть не туда. Прежде чем мне наконец-то повезет, и я найду выход. Современные компьютеры решают задачи примерно так. Хотя компьютер находит решение очень быстро, он может выполнять только одно задание за раз, так же, как я могу проверить только один путь за раз в лабиринте. Но если бы я мог испробовать все возможности одновременно, все было бы иначе. Именно так и работает квантовый компьютер. Поскольку частицы, по сути, могут находиться во многих местах сразу, компьютер смог бы одновременно рассмотреть огромное количество путей и вариантов и найти правильное решение мгновенно. В таком лабиринте есть только ограниченное количество путей, поэтому обычный компьютер достаточно быстро справился бы с подобной задачей. Но представьте себе задачу с миллионами или даже миллиардами переменных. Например, прогнозирование погоды на месяц и годы вперед. Мы смогли бы прогнозировать стихийные бедствия, землетрясения и смерчи. Решить подобные задачи сейчас невозможно, так как для этого понадобится просто гигантский компьютер. Однако квантовый компьютер справился бы с работой с помощью сотни другой атомов. Так что процессор такого компьютера был бы меньше песчинки. Ну что же, общее представление вы получили, а теперь подробнее. Большая часть мыслей в любой голове – это желание. Некоторые со временем проходят, типа «хочу крылья, как у феи Динь-Динь», а некоторые остаются на всю жизнь. Хочу, чтобы в 20 лет у меня был дом, машина и муж по имени Витя. Хочу, чтобы у меня хотя бы в 40 был дом, машина и муж по имени Витя. Ну что, Витя, мы все просрали. От чего же зависит, какие именно мысли в голове на данный момент? Ну, во-первых, от ситуации. Позвали на день рождения в крутой ресторан. Нужно купить дорогой подарок, а то неудобно получится. Алло, что? Ресторан отменяется? Просто у тебя посидим? Кружку с надписью Happy Birthday. Дайте, пожалуйста.
Также для того, чтобы мысль кардинально изменилась, иногда достаточно дать ей немного времени. Через месяц днюха всех удивлю. Торт сама сделаю и индейку запеку. Точно. Алло, суши, вы доставку делаете? А иногда эти мысли вообще подставляют. Ай, не стану надевать шарф, он не сочетается с пальто. Блин, вот дура, нужно было шарф надевать. Или вот такая ситуация. А, краситься и голову мыть не буду, некогда. Поздравляю, сегодня занятий не будет. Вместо этого все идем фотографироваться на выпускной альбом. Ну что ж, в следующий раз мы разберем следующий макроаспект. А сейчас мы всех благодарим за внимание и поддержку. Всего доброго!